Большинство из нас привыкли рассматривать Pivi исключительно как производителя хорошего гитарного усиления. Так-то оно так, но, возможно, для кого-то я сейчас открою Америку. Pivi, помимо всего прочего, занимаются и другим музыкальным аудиооборудованием. В частности, они делают свои микшерные пульты. Аналоговые пульты от них мы уже как-то с вами смотрели. Теперь в наши ручки добралась вот такая цифровая консоль Pivi Unity RDR16, которую сегодня давайте внимательно рассмотрим. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про-аудио. Сегодняшний пульт выполнен в рековом формате. Здесь вы не найдете привычных для вас фейдеров, ведь сама конструкция этой консоли подразумевает, что ей вы будете управлять через специальное приложение. Оно есть для телефонов и планшетов под управлением Android, оно есть для планшетов iPad, его нету для айфонов, это важный производитель это отмечает. Ну и, конечно же, управлялку можно поставить на компьютер, и неважно, будет ли это PC или Mac. Опять же, если мы используем как Stagebox, вот эти ушки, их можно снять. И вот эту коробочку мы можем поставить на сцену, подключить в нее нашу группу, взять планшет, выйти в центр зала и начать спокойно уже настраивать группу без привязки к расположению пульта в зале. Это действительно очень и очень здорово. В стартовой комплектации мы с вами получаем 16 каналов на вход и 6 каналов на выход. Почему я говорю в стартовой комплектации? Все дело в карте расширения, которую мы с вами найдем на борту. Это последние 4 аналоговых входа. Заменив эту карту на иную, можно подружить этот пульт с SPDIF, цифровыми подключениями или протоколом Dante. Естественно, что такие карты будут докупаться отдельно. Давайте возвратимся к аналоговым каналам. Итак, первые 8 каналов у нас выполнены с использованием микрофонных предусилителей. Но поскольку на борту мы имеем комбинированные разъемы, то сюда же можно подключать и какие-то линейные источники. Оставшиеся разъемы имеют форму джека, и сюда мы можем подключать только линейные источники. Исключением будет канал 11-12, который мы будем использовать и для инструментальных подключений. Сюда можно подключить электрогитару, сюда можно подключить бас-гитару, благо это инструментальные входы, и они рассчитаны как раз-таки на подобные подключения. Если смотреть на выходы, то здесь мы имеем стереомастер и дополнительную возможность собрать 4 независимых микса, ну, например, для мониторинга. То есть 4 мониторных микса с помощью вот этого пульта мы с вами можем собирать. Все выходы выполнены на балансных XLR, есть дополнительный выход под мониторинг, он в виде джека. Сюда можно подключить наушники, и на корпусе у нас имеется отдельная крутилка для регулировки громкости того сигнала, который пойдет к вам в наушники. Разъем Ethernet, который мы имеем на корпусе, позволит нам подключаться либо напрямую к компьютеру и уже рулить происходящим на пульте с компьютера, либо подключиться к внешнему роутеру и уже подключаясь к роутеру с миниатюрных устройств, рулить происходящим, опять же, на DR16. Но помимо всего прочего, здесь есть встроенная точка доступа, то есть она сама раздает Wi-Fi, и я, например, со своего планшета к ней подключился, и какие-то манипуляции, которые я буду производить в этом ролике, я буду делать как раз-таки на встроенной точке доступа. Помимо всего прочего, здесь есть разъем USB. Он позволяет нам использовать встроенный рекордер и встроенный плеер. Например, весь звук в сегодняшнем ролике мы записываем мощностями этого самого рекордера. Используем петличку, используем усиление в 30 дБ, и примерно такой звук вы сможете получить, если тоже будете использовать петличку и вот этот самый микшерный пульт. Напрашивается явное сравнение с Behringer XR, все же эта серия уже такой мастодонт, успела завоевать себе имя, но сравнение, я думаю, будет логичнее делать после того, как мы с вами разберем управление DR16. Давайте перейдем к нему. Первое окно, которое нас встретит в приложении, даст полный обзор происходящего на всех каналах пульта. Это касается входов, выходов, а также каналов с эффектами. Вкладка Main Mix выводит на экран вполне привычное пианино из фейдеров, выводя которые мы будем собирать звук для мастер-выхода. Перемещаться здесь можно, смахивая влево или вправо, а также нажимая кнопки, на которые выведены слои с каналами по входу, возвратами с FX-шин и 4 канала DCA групп. У каждой линейки есть регулировка панорамы, функция соло и мьют. Зайдем в настройки одного из каналов. Здесь можно выбрать тип подключения, объединить два соседних канала в единую стереолинейку, повернуть фазу сигнала,
задать усиление. Для микрофона мы здесь имеем запас до 46 дБ. Есть возможность работы с конденсаторными микрофонами за счет наличия фандомного питания. На этом же экране почему-то выведен фильтр высоких частот. Он позволит срезать все, что находится ниже установленного порога. Непонятно его расположение, все же логичнее было его увидеть в окне с эквализацией. Нижний блок дает возможность задать задержку по входу до 15 миллисекунд. Добавить канал в DCA, mute, а также соло-группу. Задать, пойдет ли сигнал пре- или постфейдер при выборе соло. Задать работу функции mute для сигналов постфейдер. И последнее на этом экране — встроенный подавитель обратной связи, который мы найдем на первых 8 каналах и о котором давайте поговорим подробнее. Для этого зайдем во вкладку «Feedback». Здесь мы видим два подавителя обратной связи. Если микрофон то и дело норовит завестись, и мы с вами слышим характерные резонансы, то смело заходим сюда. Включаем подавитель, выбираем нужный канал и выставляем предполагаемую частоту резонанса. Кстати, найти ее будет легче, если пользоваться встроенным анализатором частот. Это можно проделать с двумя любыми микрофонными каналами. Давайте вернемся в настройки входных линеек, ведь далее по списку у нас идет обработка. В первую очередь динамическая в виде компрессора и гейта, к которой прилагается частотная, реализованная на 4-полосной параметрике. Сюда мы мысленно добавим срез низких частот, которому все же логичнее было бы жить на этом экране, я повторю. У каждой полосы есть 3 режима: колокол, нижняя и верхняя полка. Плюс эквалайзер можно упростить функцией mid-morph, которая отбирает у вас возможность выставлять частоты и добротность, оставляя в вашем распоряжении лишь ручку усиления, что, на мой взгляд, сомнительное удовольствие, если вы хотя бы немного разбираетесь в эквализации. В следующей вкладке «Настройки канала» у нас все, что связано с посылом на бас-шины. Те же оксы, но почему-то именно здесь их обозвали басами. И если для набора окс-миксов у нас есть отдельная глобальная вкладка, где собирается вспомогательный микс, так же удобно, как и мастер, то для посыла на эффекты нам, увы, каждый раз придется постоянно забираться в это окошко, так как отдельной вкладки с FX-посылами у нас не имеется. Дальше живет персонализация. Здесь задаем имя и раскрашиваем канал в любой из предложенных цветов. С эффектами все неоднозначно. Вроде бы имеется сразу 4 процессора, но при этом у нас есть жесткое распределение. Первый всегда работает в качестве основного ревера. Второй отдан под дилей. Третий отвечает за модуляцию. Дается выбор из нескольких на ваш вкус. А последний снова делает послезвучание, но в виде одного из 3 румов, опять же, на ваш выбор. Стандартный набор, так-то оно так, но все равно иногда удобно иметь возможность собрать свой собственный набор из обработки для своих собственных задач. Для первых 3 эффектов есть частотная обработка. Другое дело, что где-то она суммарно на 5 полос, а где-то на 3 с учетом полок. На рум, судя по всему, их вообще не хватило. Вкладка «Мастер» выводит нам регуляторы всех каналов по входу, а также FX-возвраты. Посмотрим, что находится в настройках по AUX-выходам. Усиление, дублирующие фейдеры, но здесь зачем, интересно? Ну ладно. Помимо этого, здесь есть не менее странные по своему расположению элементы в духе фильтров частот, на этот раз на 2 полка для отсечения высоких и полка для низких. Сигналу на выход можно изменить фазу. Задержка для каналов по выходу задается до 150 миллисекунд. Канал можно включить в мьют-группу, а также задать частоту для подавителя обратной связи. У каждого канала по выходу есть свой собственный подавитель, который везде настраивается независимо. То же самое касается и других функций, например, обработки, в числе которой у нас остался компрессор. И эквалайзер. Параметрика на 3 полосы, плюсуем сюда 2 полки. И графика на 31 полосу для более детальной отстройки вашей системы. В посылах есть возможность отправить вспомогательный микс на обработку, а в последней вкладке можно поменять название и цвет каналу. Не отходя от кассы, откроем настройки мастера и посмотрим его отличия. Из начального окна исчезли мьют-группы с гейном, но добавилось по 2 крутилки дополнительного усиления либо низкочастотной, либо высокочастотной составляющей вашего мастер-микса. Динамика без изменений, а вот эквалайзер теперь выкатывает всю свою мощь, показывая аж 8 полос в параметрике, ну и 31 полосу в графике.
Окно с заглавием «Монитор» позволяет выбрать, что именно мы будем слышать через разъем для подключения наушников. При желании этот самый сигнал здесь можно продублировать либо в стерео на два последних AUX выхода, либо на четвертый AUX, суммировав сигнал в моно. Дакер. Очень полезная функция, особенно во время речевых мероприятий. Выбираем канал, на который к нам приходит микрофон ведущего. Для остальных задаем, насколько они будут становиться тише. И теперь каждый раз, когда ведущий будет что-то говорить в свой микрофон, остальные каналы, на которых, к примеру, может играть фоновая музыка, будут становиться тише, назначение которое вы можете задать здесь же. Финальная вкладка, в которую мы заглянем, отвечает за функции рекордера и встроенного плеера. Вставляем флешку, выбираем нужную длину записи, выделяем каналы, которые хотим отправить на запись. Причем, вот вам небольшой лайфхак от меня. Мы можем выбрать отдельные каналы для записи в левый и в правый, получив независимо две дорожки. Далее жмем на заветную кнопку старта записи и получаем запись на флешку. Плеер предполагает, что на флешке уже будут какие-то аудиофайлы, которые, опять же, при нажатии другой заветной кнопки воспроизведения попадут на канал 1516. Главное, не забудьте выставить в них верный источник. А теперь, как я и обещал в самом начале ролика, давайте устроим беглое сравнение с Behringer XR. Возьмем XR16, потому что по своим коммутационным возможностям он больше всего походит на DR16. Итак, я здесь себе прям выписал попунктно. Первое — это микрофонное усиление. На Behringer XR это 60 дБ на каждый канал, плюс это Midas. 60 дБ — это очень хорошая цифра для современной консоли, особенно для консоли для работы живой. Здесь у нас по 46 дБ на каждый микрофонный канал. Ну, мне кажется, в наших реалиях это уже как-то не совсем. Это достаточно низкие цифры. Второе — это эффекты. Я не буду рассуждать о качестве эффектов. Хотя я напомню, что на Behringer у нас эмуляции AMT, Quantec и Lexicon. Но сама реализация эффектов, там вы можете убирать из огромного списка, причем это фирменные эффекты с EX32. Там вы можете менять их как-то местами, там есть более развязное управление по обработке. Здесь что мы имеем? У каждого эффекта свой процессор. То есть их нельзя как-то менять, нельзя там 3 ревера поставить. Ну, допустим, нужно, захотелось вам 3 ревера. Такой возможности здесь нет. Эквализировать там на одном процессоре живет такой эквалайзер, на другом процессоре живет секой эквалайзер, на руме эквалайзера вообще нету. Ну, то есть это тоже как-то странно, и это цифровая консоль. И когда ты работаешь с цифровой консолью, хочется иметь какой-то карт-бланш. Это ведь не аналог. Мы ведь от аналога поэтому и уходим, потому что здесь все должно быть намного удобнее. Тоже, на мой взгляд, такой недочетик. Поехали дальше. По третье, то, что нету пользовательских или кастом слоев. Я напомню, что это те слои, например, вы работаете с планшетой, у вас есть слой, который я назвал пианино, в шутку, слой из фейдеров, которыми вы работаете. На многих пультах, в том числе и на XR, есть пользовательские слои, там они называются юзер-слоями, их там есть даже 2. То есть вы можете собрать 2 независимых слоя, накидать туда те каналы по входу и те каналы по выходу, которыми вы пользуетесь чаще всего, которым вам нужен, так назовем это, шаговый доступ, и уже никуда не переключаясь, спокойно на одном окне заниматься сведением. Здесь такой возможности, к сожалению, нет. Четвертый пункт — это роутинг. Вот я не поленился, специально скачал управлялку от Behringer XR, потому что она работает в демо-режиме, даже без консоли, чтобы показать вам возможности по маршрутизации, потому что в свое время меня они просто поразили. Смотрите, если мы делаем посыл на вспомогательную шину, у нас есть возможность отправить звук перед эквалайзером. После того, как звук уже прошел эквализацию, можно отправить перед фейдером или уже после фейдера, можно отправить исходный сигнал. Все это касается и посылов на эффекты. В общем, полный порядок, а здесь, к сожалению, такого не скажешь. Перейдем к следующему пункту, и это MIDI.
На XR MIDI есть, здесь MIDI нету. Лично для меня это не минус, просто это из того, что вот бросилось прямо в глаза. На Behringer MIDI нужно скорее для управления внешним с консолью, то есть чтобы подключить доску X-Touch от того же Behringer и рулить фейдерами тем, что происходит там. Ну, здесь, как я сказал в самом начале, все заточено под управление с планшета, поэтому я не думаю, что потеря MIDI — это такая большая потеря. И последний пункт — это цена. Вот здесь Pivi все-таки выходит победителем, стоя всего лишь 2/3 от цены XR16. Резюмируя, управление здесь классное, дизайн тоже прикольный, ценник вообще отвал башки, и всю основную картину портят мощности консоли. Мощности и, наверное, отсутствие здравого смысла в каких-то вещах, которые касаются верстки приложения, что где находится. Ну, это все мелочи, понимаете, но мелочи, которые очень влияют на конечный результат. Допустим, вот что срезы низких частот, почему-то он живет не в эквалайзере. При использовании консоли, пока я готовился к ролику, я этого не знал. Вот я понастраивал пока звук, потыкал в приложение, уже имея пульт на руках. Я вдруг понял, что здесь нету индикации перегрузки на каналах. Вообще. То есть, если вы перегружаете канал, если у вас, почему-то, нету доступа к прямому звуку, вы не можете послушать, есть ли нелинейные искажения или нету, увидеть этого вы не сможете. То есть красная вот эта лампочка клипирования здесь не предусмотрена, что тоже не очень хорошо. Да, есть какие-то вещи, за которые я могу прям пожать им руку. Например, они сюда запилили анализатор. Это здорово, это классно, за это отдельное спасибо. Но остальные мелочи, они очень портят финальную картину. У меня нету цели как-то, знаете, принизить этот пульт в ваших глазах. Я мог бы там начать распинаться, говорить: вот, тут нету там сочинь компрессоров, фу, кто им будет пользоваться? Нет, ни в коем случае. Я даже вам более скажу. Этот пульт, он найдет своего пользователя. У него будет свой пользователь, потому что для каких-то задач его хватит с головой. Например, если берем какое-то небольшое кафе, небольшой ресторанчик, где по выходным просто собираются кавер-группы, немножко камерно поиграть чисто для себя. Вот, идеальное решение. Опять же, если вы хотите как-то более развитый пульт поставить себе на реп-точке, неплохое решение. Вместо привычного аналога поставить такой пульт и просто раздать всем управление в виде приложения на телефоне. Пожалуйста. То есть это здорово, и его именно вот эта конкурентоспособность, так ее назовем, вот эта борьба в конкуренции, она заключается именно в ценнике, потому что это действительно бюджетное решение. Мне будет очень интересно, друзья, узнать, что вы думаете по поводу DR16. Пульт на самом деле не такой уж и молодой. Возможно, кому-то из вас посчастливилось им попользоваться, и ваш отзыв будет очень и очень ценен. Обязательно отметьтесь в комментариях. Всех других, кто, возможно, сегодня только познакомился с цифровыми консолями от Pivi, также зову в комменты. Оставьте весточку, как вам, что понравилось, что наоборот оттолкнуло, что бы вы добавили. Какая-нибудь, допустим, функция, которой вы пользуетесь чаще всего на мероприятиях и которую вы не нашли, пока мы смотрели, что там творится в приложении. Напишите, нам будет очень интересно почитать. Напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. Все, у меня все прямо, ничего не гнуто, галстук нормально. Ну, с Божьей помощью. Подключение линейных источников с включением